try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша и уже мой цветущий балкон. С момента нашей с вами последней встречи у меня уже много чего начинает распускаться. И поэтому мы сегодня с вами пробежимся и посмотрим, что же происходит на сегодняшний день у меня на балконе. С нами будет моя красавица Бонечка. Боня, урчишь? Урчит. Хозяйка пришла домой, и она соскучилась. Ну что ж, друзья, давайте приступим. Начать я сегодня хочу вот с этого красавца. Он заслуживает особого внимания, потому что этот сорт у меня был порядка 2 лет в реанимации. И это Шелериана Pink Butterfly. Купила я ее довольно давно, порядка где-то 3,5 лет назад. Она у меня была в размере 2,5. И как-то так получилось, что, во-первых, ее погрыз клещ, а во-вторых, она потеряла всю корневую и перешла у меня в стадию реанимации. Но за этот период она однажды у меня уже, пока она у меня была, она у меня один раз процвела. Фотографию вам покажу. Вот она. И с тех пор я ее выхаживала, и это первое ее цветение после моих кропотливых, долгих трудов. И я считаю, что, как правило, такое цветение для орхомана, орхолюбителя более ценно, потому что это уже результат твоих действий, результат того, что ты победил. Во всяком случае, на сегодняшний день мы справились с проблемой. У нее куча корней, она находится в 12 горшке, и у нее хорошо развита, видите, развита розеточка, листовая масса, хотя на тот момент она оставалась у меня с одним листиком, в общем, там 1,5 листа было, а сейчас она имеет хороших, шикарных 5 листов. И вот посмотрите ее окрас. Мне из всех шелериан, которые у меня были в коллекции, а было у меня немало, и одно время тоже посвятила, такой у меня был период, когда я собирала все возможные шелерианки в коллекцию. Мне очень нравится этот окрас именно этого сорта. Он такой интересный, он очень пятнистый, такой хищный. Поэтому сейчас мы немножко остановимся и перейдем дальше. Цветочек у этого сорта порядка 6 сантиметров. Имеет очень интересную губу, вот такой как якорь. Не имеет аромата, потому что тоже встречала в группах пишут этот сорт, и рядышком приписка арома. Мой экземпляр совершенно не имеет аромата. И цветет она всегда, разветвляет цветоносы. И чем старше экземпляр становится, тем мощней цветение у этого сорта. Это природник, а природникам свойственно с возрастом выдавать, ну это собственно не только природникам, многим так орхидеям, чем она взрослее, но именно у шелериан количество ответвлений становится, это особенность сорта, то, что она разветвляет свои цветоносы, а чем старше экземпляр, тем мощнее и зрелищнее его цветение. Читала об этом сорте, что в одном цветении уже у очень взрослых экземпляров может быть до 150 цветочков.
Но мы пока цветем более скромно, но и то неплохо, потому что 2 ответвления, достаточно хорошее количество цветочков, при том, что она у меня 2 бутона засушила, потому что я потом, собственно, нашла причину, сейчас, может, позже об этом расскажу, но скажу также, кто имеет шиллериан в своей коллекции, имейте в виду, что для того, чтобы этот сорт процвел, ему надо достаточное количество света. То есть, если вы не имеете досветку, и если орхидейка запустила свое цветение, это не значит, что она процветет, если будет мало света, потому что на каком-то этапе она может засушить все бутоны, и вы расстроитесь. Поэтому просто мой вам совет: если шиллериана дала цветонос, обязательно дайте необходимое количество света по продолжительности и по интенсивности. У меня на самом деле сейчас еще уже дуют бутончики. Еще одна шиллерианка, но потом когда она распустится, это шиллериана насип, у нее, вот видите, немного другой уже лист, не такой крапчатый, а больше в полосочку. Я отдельно как-нибудь расскажу. Это у меня была чудесная посадка, к сожалению, из 3, там было у меня 3 шикарных кустика в одной посадке, но сейчас остался 1, но я об этом как-нибудь расскажу попозже. Сейчас у меня веточка всего из 6 бутончиков, но они тоже уже готовы распускаться, уже налились максимально, и уже скоро начнется раскрытие этих бутонов. И, кстати, есть такая особенность еще у шиллериан, о которых мне хочется тоже сейчас сказать. Особенность в том, что, во-первых, сорт цветет недолго, его цветение составляет около 2 месяцев, не больше, и бутончики начинают распускаться практически все одновременно. Если обычно фаленопсис распускает последовательно свои бутоны, то шиллериана распускает свои бутончики, один за одним лопаются прямо на глазах. И также Боня, вот видите, Боня, нельзя, что-то она придумала, наверное, поучаствовать в съемке, потому что, как правило, такого за ней не наблюдается. Она, может, не может понять, с кем же я тут разговариваю. Бонечка, что ты придумала? Боня делает вид, что не к ней. В общем, распускаются они практически одновременно все, и также одновременно заканчивают свое цветение. Прям в один момент, в один день начинают вянуть цветочки, и сорт завершает свое цветение буквально в 1-2 дня. Вот такой прекрасный сорт. Обожаю я шиллериан, у меня их довольно много. Мне нравятся и стюартианы, и шиллерианы. Это просто природники необыкновенной красоты, на мой взгляд. Вот. Сейчас давайте перейдем дальше. Раз уж я с этой полочки начала, давайте, наверное, и продолжим. Итак, начнем мы с легато пилора. В этом году мой пилор меня удивил отсутствием нового цветоноса. Вообще это не свойственно этому сорту. За несколько лет, что он у меня в коллекции, вообще легато старательный, очень старательный сорт, всегда цветет очень долго, любит доращивать цветоносы, притом абсолютно непривередлив, очень простой в уходе. Но в этом году она у меня по какой-то причине не выдала цветонос, но продлила один старый и
пробудила 2 боковые почки. И вот пока вот такое вот достаточно небольшое количество цветочков. Как правило, у меня целые грозди. Я покажу вам фотографию. Это просто потрясающе цветет этот сорт. Но она у меня даже в этом цветении засушила около 3 бутонов. Ну вот, наверное, сейчас я вам расскажу, что у меня произошло в этом году. У меня влажность на балконе хорошая. Она составляет порядка 70 градусов, процентов. То есть у меня не бывает здесь ниже 60 зимой. Я наоборот порой борюсь с излишком влажности, слишком высокой влажности, потому что она порой достигает у меня и 80, и 90%. Но, значит, влажность хорошая, температура, как правило, не выше 25 днем и не ниже 19 ночью. Хорошие перепады. И тут у меня начинается массовая, я бы сказала, но для меня это массовое, потому что раньше я никогда с этим не сталкивалась. Ах да, и досветка 15 часов. Вот, то есть все самые необходимые условия для качественного процветания и развития у орхидей у меня есть. Но тут началась массовая засушка бутонов, хоть по 1-2, но тем не менее это начало происходить. Сначала я это заметила, как я уже сказала, у шалерянки, но я насторожилась, но не сильно встревожилась, когда это произошло. То есть у нее должно было быть немножко больше еще бутонов. Вот смотрите, ну что это происходит? Боня, что такое? Сейчас буду тебя убирать отсюда. Ты куда лезешь? Ты слышишь голубей и лезешь. А ну быстро назад. Плохо ты делаешь. Нельзя так делать. Вот. Продолжим. Собственно, что касается шалерянки, то этот сорт очень чувствительный к неправильным условиям содержания, потому что этот природник непростой в выращивании, поэтому на начальном этапе те, кто начинают, новички, я бы не советовала связываться, во всяком случае, пока с этим сортом. Потом у меня начал легато, вот этот как раз пилор, тоже сушить бутоны, и для меня это было вообще неожиданностью, потому что это очень стойкий сорт, и ему это не свойственно. Я начала разбираться, думала, что же не так, что же происходит, потому что мне была эта ситуация непонятна. Но потом я разобралась. Я уже в Инстаграм у себя неоднократно говорила о том, что циркуляция воздуха очень важна. Она важна как в небольших вот таких помещениях, как у меня 3 квадрата, где сконцентрировано большое количество растений. И также, собственно, на подоконниках, если у вас прям плотничком стоят все растения, то циркуляция тоже важна. О ней многие забывают в уходе, но это очень важно. И, в общем, у меня стоял здесь очень мощный вентилятор и дул таким хорошим потоком воздуха, хотя я поставила его на самый минимум. Это просто мощный вентилятор был. И у меня даже тут шевелились веточки, цветоносы, хоечки болтались. В общем, я все же подумала, что, видимо, орхидеи воспринимают вот такое мощное движение воздуха за сквозняк. И они у меня начали реагировать на эту перемену в уходе именно засушкой с бутончиков. Поэтому тоже обратите внимание, сквозняк тоже является причиной, когда могут сохнуть бутоны. И вот у меня у легато было -3 бутона, то есть сейчас было бы больше цветочков. Но я вижу хорошую тенденцию. Я вижу, у меня сейчас цветоносик начинает дальше продлевать
свой рост. И я думаю, что дальше она будет еще радовать меня новой порцией бутончиков. Рядом красавец. Очень многие любят у меня этот сорт в моей коллекции. Конечно, невозможно не любоваться им. Это белый крупноцветковый пилор невозможной красоты. Помимо красоты, он, как и многие голландцы, это обычный голландский сорт, как вы уже понимаете, просто вот в такой мутации. Этот красавец долго цветет, пышно цветет, часто цветет. Я постоянно, кто следит за мной в Инстаграм, видит, как часто мелькает он у меня в фотографиях, в видео, потому что это действительно стойкий в своем цветении сорт. В этом году она у меня тоже большая умничка, она вот растит новый цветонос. Здесь вот начало цветения из 2 боковых почек. И вот она еще одну боковую веточку пробудила, тоже ее тянет. И, кстати, вот сейчас эти бутоны, которые вы видите, они когда распускаются, они имеют такой зеленцу, такой небольшой оливковый оттенок. Потом он исчезает. Это особенно видно с обратной стороны. Я хоть и стараюсь снимать, конечно, сейчас днем, сейчас всего лишь час дня, но у нас за окном пасмурно, сегодня пасмурный день, ну и, конечно же, освещенность, вот уровень освещенности немножко мне не позволяет сфокусироваться качественно, да, поэтому я тут стараюсь, конечно, максимально выводить четкость, но в общем-то, не всегда удается. Вот смотрите, видите, вот такой вот очень интересный зеленоватый оттенок. Он потом в процессе цветения исчезает, и лепестки становятся идеально белыми. И еще есть такая у него интересная особенность. Вот сейчас он, когда распускается, у него внутренние петали, они плотно прижаты в серединку друг к другу, а с длительностью цветения, с более длительным, когда более длительно цветет, то вот эта серединка распушается и становится такая объемная, крупная. Тоже найду фотографию, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Тоже очень интересно наблюдать за этим сортом и за этой мутацией на разных стадиях его цветения. Вот сейчас вот хорошо видно, что серединочка прям вся такая скукоженная, вовнутрь вся заправленная. Вот. Ну и на фотографии вы сможете рассмотреть, как она распушается потом. Рядом пока на бутонах стоит бабочка Кадиллак. Вот ее розетка. Розетка крупная. В этом цветении только один цветонос. Старый я не отрезала, вот я к нему прикрепила. И боковой веточки нету, пока только тянет один цветоносик. Потом покажу вам его. Вот эта белоснежная красавица, как я говорю, это те орхидеи, с которых начинается наша любовь, наш путь цветочный, наш увлекательный путь в мире растений. Это вот эти белоснежные, самые простые голландские орхидеи. В моей коллекции она появилась тоже одной из первых. Я не могу сказать, что это именно та орхидея, которая начала мой путь. Нет, это не она, но она была одной из первых. И многие белые орхидеи, я раньше не знала, они также имеют название сорта. Вот такой белый фаленопсис с такой тигровой губой называется алабастер. У меня в коллекции очень много белоснежных орхидей. И вот этой красавице я наконец-то нашла имя. Люблю, когда у меня подписаны все мои сорта, когда я знаю, как их имя. В общем-то,
Это было неожиданно для меня, потому что я думала, что ну, белый беляш и беляш, но совсем случайно встретила и теперь знаю, что это алабастер. Цветочек у него тоже довольно крупный, он порядка 9 сантиметров, больше не вырастает у алабастра. Есть у меня, которые и до 11,5 сантиметров беляши у меня в коллекции. У этого около 9, но цветет всегда тоже. Ну, очень пышно. Вот сейчас вам покажу. Она сейчас растит. Цветоносик. При этом с боковой веточки уже давным-давно у меня распустилась одна из первых. И сейчас тоже вот одна веточка боковая, и еще ниже вот она тоже чешуйку пробила, и уже, по-моему, собирается еще и отсюда цвести. В моей коллекции всегда были белые сорта. Были, есть и будут. Я очень люблю, и у меня их много. Я повторюсь, они являются вот такой вот свежестью, свежим, скажем, пятнышком, когда вот все цветут. Это просто потрясающе. Следующая орхидейка на этой полочке — это пиглип. В народе его еще называют гусар, потому что вот сейчас покажу, вот именно на этом цветочке хорошо видно вот эти бордовые усики, как будто под носиком у цветочка усы. На самом деле этот сорт имеет название, но я вам напишу, возможно, кто-то не знает, имеет в коллекции этот сорт. Я сейчас просто не готова произнести, как он называется, но подпишу. Это крупноцветковый биглип, и он тоже довольно обильно цветущий сорт, но она у меня цвела прошлую зиму, потом весну цвела и захватила даже часть лета. И, видимо, орхидейка подустала. Сейчас она растит 10 бутонов, поэтому, ну, вот такое пока цветение в этом году. Дальше мне придется открыть для вас вот такую вот завесу тайны, хотя у меня готов материал на один ролик, который будет в монтаже, и я его выпущу немножечко позже, после уже этого обзора. Я как раз там об этом говорю, но покажу вам все же раньше, чем тот ролик выйдет, и нарушу уже эту интригу. Как многие вы уже из вас узнали, это Albufera бабочка, которую я потеряла летом этого года. Я об этом на канале рассказывала. Сгнила шея, пыталась я ее спасти, но даже и пня не осталось у меня после той гнили, которую подхватила моя красавица Albufera. Но нет худа без добра. Я, конечно же, как я вам и говорила, есть сорта, которыми твоя коллекция, без которых твоя коллекция, ну, во всяком случае, по моим ощущениям, беднеет, и меркнут какие-то такие краски, эмоции. Вот именно Albufera я считаю таким сортом, без которой я просто не вижу своей коллекции. Я ее нашла очень быстро, слава богу. Это не настолько редкий сорт, и даже с мутациями. У нас очень часто продают как пилорики, так и трилипсы, бабочки и обычную форму. И когда я ее нашла, я отрезала ей до живой почки цветоносы. Это было летнее еще цветение. И она у меня мне уже в зиму пробудила боковую почку. Вы видите, 2, 4, 6, 8, 9 бутонов. Было бы 9 цветочков, если бы здесь, вот видите, в расстоянии, тут как раз у меня потеряно 2 бутона. И она также у меня тогда сушила бутоны, когда
когда у меня вот массовый тут мор бутонов начался, я здесь потеряла 2 бутончика. Но, слава богу, сейчас все исправила я, и процесс распуска продолжается. И посмотрите на этот цветок. Сейчас покажу вам поближе. В общем, пытаюсь сейчас как-то добраться, так, чтобы и четкость никуда не исчезла, не фокус сфокусировался, и чтобы вы рассмотрели всю красоту именно этой мутации. Я, знаете, вот что поняла, что даже один и тот же сорт, имеющий тоже одну мутацию, имеет разной формы цветочек. Вот прошлая моя Albufeira, она была другая. Не знаю, во всяком случае, может это еще потому, что боковой цветонос. Посмотрим, как она распустится с основного цветоноса. А сейчас его вам я покажу. Вот видите, вот он из-под листика выглядывает. Она растит у меня. Новый цветоносик. Это будет у меня, конечно же, первое домашнее цветение. Ну, оно, собственно, уже и началось. Но посмотрите, какой красивый цветочек. У него очень интересные нижние сепалии. Вот такие какие-то крупненькие. Очень интересные боковые петали. Окрас потрясающий. Но окрас это, конечно, всегда у этого сорта индивидуальный. И даже каждый цветочек индивидуальный, потому что как раз Albufeira относится к разряду орликинов, которые меняет свой окрас в зависимости от количества солнечного света. Вот посмотрите на этот цветочек. У него вообще какой интересный окрас петалей. Очень много бордового. И очень интересные боковые крылышки. Каждый цветочек как произведение искусства. А этот сорт немного выгорает. Это даже видно уже по цветочкам, которые первые открылись, и те, которые свеженькие. Вы видите, что этот песочный цвет становится менее насыщенный, приобретает такие более пастельные тона. Розетка, конечно же, гигантская. Все, кто хочет этот сорт, кто не имеет и также имеет мало места, я вам скажу, что подумайте хорошо, потому что розетка просто Посмотрите, вот по сравнению с моей ладошкой, вот это один лист, вот такой большой, огромный. Но я, наверное, бы завела себе и не один такой, уж очень хорош этот сорт. Я еще, знаете, что вам хотела сегодня показать? Про Albufeira рассказала. У меня, конечно, масса цветов и орхидеюшек, которые уже требуют внимания. Некоторые прям уже массово распустились. Я, конечно же, буду сейчас чаще вам показывать все, рассказывать. В одну встречу я не могу с вами все вам показать и рассказать, потому что у меня, очень много сортов. Но сейчас еще остановлюсь на последней орхидейке. В прошлом видео я вам показывала свой Equestris Ilocos. Сейчас сфокусирую. Фокус все же теряется на мелких, особенно каких-то детальках, не хочет никак фокусироваться. В общем, давайте, наверное, сниму я его с полочки. Вот смотрите. По идее, это тот Equestris, который мы с вами лечили на канале, о котором, собственно, в последнем видео я тоже рассказывала. Вот он начал свой распуск, показал свое личико. И это получился пересорт. Никакой это не Equestris Ilocos, как я покупала. Сейчас покажу вам бирочку. Вот бирочка с названием сорта вот так
звучит. Equestris Ilocos. Вот плохо наводится резкость. Вот, я думаю, что вам понятно. Но я сейчас вам покажу Equestris Ilocos. Это не Ilocos. Я потом нашла название именно этого сорта. Ilocos выглядит вот так. Это вот такие вот нежно-сиреневые, вот с такой красивой язычком, с таким красивеньким желтеньким. Вот такие цветочки. Они как хрустальные. Форма тоже, я никогда не перепутаю Ilocos ни с одним другим эквестрисом. Уж очень хорошо я знаю этот сорт. У меня, кстати, да, вот вы уже видите, начали распуск детки, которые на мамочке болтаются. При этом она растит 2 цветоноса, вот один и дальше второй. Растит 4 деточки, и каждая детка, кроме одной самой маленькой, вот она самая малышка, у нее нет цветоноса, у всех остальных есть по цветоносу. У кого даже 3, вот у одной детки вообще 3 цветоноса. У кого 2 цветоноса, у кого 1, но у всех есть цветоносы. И вот они уже начинают свой распуск, тоже вам чуть попозже потом его покажу. Сейчас я хотела просто показать цветение этого сорта. Вот такое оно. И сейчас вам покажу тот Ilocos, который я купила, но он имеет название Equestris Orange. Итак, друзья, смотрите, вот я поставила рядышком 2 этих сорта. Мне, конечно, одной рукой, очень неудобно это делать, но я думаю, что вы видите разницу и в форме, и в окрасе. Она у меня еще когда дула бутончики, они были абсолютно другие. Вот давайте посмотрим на бутоны. Сейчас, секундочку. Итак, пришлось мне убрать одну хоечку. И вот смотрите, бутоны у этого сорта, они имеют вот такой окрас. Это те бутоны, во-первых, и форму вы видите, такие пузатенькие, и окрас вот такой вот, не знаю, как описать его. И бутоны, те же, которые готовы распуститься у Ilocos, они и форму имеют другую, и очень фиолетовые. Я поняла, что, никак это не Ilocos, но потом думаю, мало ли. И, в общем-то, да, это Equestris Orange. Вот такая милая красотка. Теперь пополнила мою коллекцию эквестрисов. Я думаю, что это тоже будет очень интересное нежное облачко, только уже вот такого цвета цветочки. Я, правда, не знаю, почему его назвали оранж. Как по мне, здесь оранжевого совершенно ничего нет. Он больше розовый. Так что вот такой пересорт получился. Но я, наверное, не расстроилась, потому что эквестрисы все же у меня есть. А такой сорт я одно время очень сильно искала. Его нигде не было в сборах. Но теперь он тоже у меня будет в коллекции. Как вы поняли, хойки тоже ждут своего часа. Скоро и до них дойдут мои руки. Очень интересно, я хочу сейчас вам быстренько показать вот эту веточку. Вот такие вот без хлорофилла листики у сорта Crimson Queen. Есть вот такой интересный листочек. Половинка белого, половинка зеленого цвета. Но вот эта веточка мне очень нравится, потому что она совершенно не имеет зеленого пигмента. Ну что ж, друзья мои, на сегодняшний день я все, что хотела, вам показала.
Но так как волшебство на моем балконе только началось, мы с вами непременно скоро увидимся. Вы мне расскажите, как вы хотели бы увидеть дальнейшие съемки, чтобы я быстро шла по каждому сорту, или же все же останавливалась и рассказывала о каких-то особенностях, как я, собственно, и сделала в этот раз. Вам интересно более подробно слушать, или так, чтобы я просто название вам говорила и шла от орхидейки к орхидейке. Мне просто не знаю, я просто не понимаю для себя, как лучше, чтобы вам было интересней, познавательней, информативней. Ну, в общем, жду вас в комментариях. А с вами была Ксюша. До новых встреч, друзья, и пока. Try to fly